Всем привет, с вами Дистилеша. Я начинаю серию выпусков, которые я озаглавил «Single Malt шагает по планете». В каждом новом выпуске я буду рассказывать про новую винокурню, и обязательно это будет новая страна. И обязательно дегустировать какой-нибудь выбранный мною виски. Я разработал для этой серии специальный логотип. Если вы хотите его использовать, можете попросить, обратитесь ко мне в контактах, которые я приложил в описании к этому ролику. Очень жду ваших предложений в комментариях о том, какую винокурню вы бы хотели изучить вместе со мной, а также ваших комментариев о том, какой виски понравился именно вам из этой винокурни. Первый выпуск будет о Тайване, о стране, от которой никто не ожидал открытие винокурни, солодовой винокурни на ее территории. И, конечно же, речь пойдет о винокурне Кавалан. А виски, выбранные мною, это виски Кавалан Солист Ex-Bourbon. Тайвань или Китайская республика, не путать, кстати, с народной. Это большой остров в Тихом океане, который когда-то правил Китаем, который когда-то входил в состав Японии. Столица город Тайбэй. Кстати, в базовой линейке Кавалан есть форма бутылок, которая сделана согласно или похожа на форму небоскреба Тайбэй 101, который находится в столице. Винокурня находится на окраине городка Илань, типичного тайваньского городка, население которого 95 тысяч человек. Винокурня получила свое название по названию народности, которая населяла когда-то эти места. Отцом-основателем винокурни является Ли Тьен Цай, это один из богатейших людей Тайваня, который основал корпорацию King Car Group. В переводе с китайского означает «управлять богатством». Это кофейный гигант. И надо сказать, что, естественно, Ли Тьен Цай – это большой поклонник и любитель виски. Именно Ли мечтал о постройке местной винокурни. На сегодняшний день Тайвань входит в число крупнейших импортеров виски, и это стало возможным благодаря вступлению Тайваня в ВТО. Построили винокурню за 9 месяцев. Для красоты даже пагоду Дойга воткнули. В процессе строительства были задействованы специалисты, перегонные кубы и Spirit Safe из Шотландии. Кубы и Spirit Safe делали, конечно же, знаменитые кузнецы из Рофеса Forsyths. А также был задействован известный ученый, специалист, консультант по виски Джеймс Вон, который с учетом климата, местного климата Тайваня разработал схему перегонки спиртов, предложил варианты и форму перегонных кубов, угол лебединой шеи, длину, охладитель. В 2006 году уже были выгнаны первые спирты, а первая бутылка была залита уже в 2008 году. До конца 2020 года, до декабря, если быть точным, мастером-дистиллером был Ян Ченг, который ушел в японскую Каруизаву. Виски Кавалан – это крайне терруарная история выдержки спиртов. Это комбинация минерализованной воды, горного воздуха, горной воды опять же, а также, конечно же, влажного и жаркого климата региона. Так как King Car Group – это кофейники, и они часто любят рассказывать о ферментационном процессе, давайте я расскажу. Так, почему же ячмень проращивают, перетирают, а не дистиллируют просто сушеным? Во время прорастания ячмень выделяет фермент диастазу, который делает крахмал ячменя растворимым, тем самым готовя его к преобразованию в сахар. Именно поэтому для производства виски используется солод, именно солод, пророщенное зерно, а не просто сушеный ячмень. И этот процесс, по сути, также называется ферментацией. Просушенный солод измельчают специальные мельницы для того, чтобы увеличить площадь контакта растворимых в воде веществ. Это подготовка к последующему затиранию. Вот такой красивый пример приводят кофейники King Car. Например, для того, чтобы сварить кофе, вы перемалываете зерна в кофемолке, для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения растворимых в кофейном зерне веществ. А потом уже варите порошок. Вы же не варите зерна. King Car Group занимаются приготовлением кофе вот уже на протяжении десятилетий довольно успешно и используют ту же технику. Далее крупка, шелуха и мука подвергаются процессу затирания, который называется mashing. По сути дела, это извлечение сахара из всей этой консистенции. И в нее добавляется горячая вода, и при разных температурных паузах
сливается с осадка. Таким образом готовят затор, мэш. Сладкая вода, которая получается после затирания, называется сусло, ворт. Перед тем, как в сусло добавляют дрожжи, сусло охлаждают, потому что сусло после затирания горячее, после чего начинается процесс ферментации. Дрожжи начинают перерабатывать сахар и не только в спирты, эфиры, альдегиды, кислоты. На кавалане ведется двойная дистилляция. В кубах, напоминающих кубы Арднаха или Ардбек, только углы у этих кубов между кубами лебединой шеи более острые. Кубы не слишком высокие, что дает возможность наверняка получать более насыщенные спирты. Отбор сердца берется очень в узком диапазоне, то есть берется, по сути дела, сердце-сердце. New Make выгоняется при 65 градусов, далее редуцируется, в бочки поступает уже при крепости 60 градусов. Выдержка производится на 2 складах в 5 ярусов. В нижних 4 ярусах хранятся бурбоновые бочки, выдерживаются, а в верхнем 5 уже все остальные. Температура на складе меняется от низа к верху от 27 до 45 в самые жаркие дни. Поскольку на Тайване очень жарко и влажно, то созревание спиртов происходит очень быстро. 1 год здесь идет за 3 в Шотландии. У кавалана уже на сегодняшний день большое количество релизов, хотя винокурня очень молодая. Выдержка в самых разных бочках и купажи. В первую очередь это бочки из-под бурбона, девственный дуб, бочки из-под дымного скотча, скорее всего это Ардбек. Почти все виды хереса, это Алароса, Амантильяда, Манзанилья, Фина, Педро Хименес, Маскатель, Порто, Пало Кортадо только нет, Мадера, вина французские, Бордо Марго, Бордо Поляк, другие французские вина, просто какие-то вина, барики из-под португальских вин, ром, бренди, бренди. Кавалан можно разделить на следующие категории. Это самый масс-маркетовый кавалан, это 40 градусов. Кавалан King Car Conductor, это релизы 46 градусов, купажи с хересными выдержками. Кавалан Concertmeister и кавалан Солист. Это уже премиальный сегмент. Это всегда бочковая крепость, всегда сингл каск. Также еще есть кавалан премиум, там еще с такими красивыми ленточками бутылки. Стоит уделить особое внимание релизу кавалан Солист Винья Барик Каск. Это бочки из-под португальского вина, который выиграл World Whisky Awards в 2016 году, который получила Дмитрия Виски Панорама аж 98 баллов. Он был готов поставить и 100. Однако я выбрал релиз именно Ex-Bourbon по одной причине. Я считаю, что если ты хочешь оценить винокурню, а тебе предлагают выбрать один релиз, чтобы оценить ее, то я бы выбирал и рекомендую выбирать обязательно исключительно релизы бурбоновой выдержки. Исключительно, без всяких финишей. Конечно же, преимущественно, если есть такая возможность, то возьмите бочковую крепость, натуральный цвет и отсутствие холодной фильтрации. Выдержка в бурбоновой бочке это всегда базовая выдержка, она незначительно меняет дистиллят, сохраняя его первичный профиль, его первичную сигнатуру. Здесь мы всегда четко можем оценить характер этой бочки по цветочно-фруктовым каким-то параметрам, леденцам. То есть мы знаем какие-то уже определенные базовый вкус и ароматику, которая передает бурбоновая бочка в дистиллят. Конечно же, стоит еще отметить, что бурбоновая бочка никак не сезонируется. Что же делает виски Кавалан таким дорогим? Во-первых, это то, что солод закупается в Шотландии. Во-вторых, это доля ангелов, которая забирает очень много спиртов. 2-4% в год. В первый год это может быть и до 17% доходить. В-третьих, это дорогая логистика из Тайваня. То есть получается, что солод через весь континент идет в Тайвань, там производятся виски, и виски идет обратно через весь континент к нам. В-четвертых, это очень узкий диапазон обрезания спиртов при дистилляции. Давайте подойдем к бутылке. Купил я эту бутылку в магазине Decanter в Москве за 11 400 рублей. Такая вот бледно-зеленая туба, сразу медали. International Spirits Challenge 2017 года взял категорию World Whisky, а также взял медаль International Wine and Spirits Competition в 2011 году в номинации Worldwide Whisky.
На тубе написано, что это бочковая крепость, cask strength, single cask. Крепость 57,1 у моей бутылки, объем 700 мл. Здесь какое-то здание нарисовано. В Шотландии вообще увидеть надпись сегодня cask strength не так-то и просто на бутылке. Поэтому напишите, кстати, почему в комментариях, кто знает. Дальше. Бутылка. Бутылка сопровождается вот такой вот Филькиной грамотой. Ну, здесь, в принципе, дублируется все, что написано в тубе. А также, опять же, медали. И еще здесь какая-то медаль 2016 года. World Whisky Trophy. International Spirits Competition. Точнее, Challenge. Так, ладно, это не надо. Так, здесь нам внутри туба очень красиво так написано про страну немножечко, про народность Кавалан. Великолепный, комплексный, многослойный сингл молд с ванилью, фруктом и кокосовыми яркими хайлайтами. Выдержано вручную в выбранных свежих американских бочках из-под бурбона. Вот тоже напишите мне, как вручную выбирают бочки из-под бурбона. Вообще надпись «вручную выбранные бочки» всегда меня вводила в какое-то замешательство. Дальше, вот за что я люблю все эти коробки, бутылки еще читать внимательно. Вот какие-нибудь приколы, особенно такие вот интересные штуки находишь. Здесь у нас дальше идет tasting notes, ну то есть, собственно говоря, заметки по этому виски и от производителя. И здесь очень интересно назван цвет. Цвет, если вы видите, он такой вот темный, золотистый. Здесь он называется Cattle Egret. Cattle Egret, я вообще ничего не понял вначале. И Cattle же это скот. Оказывается, Cattle Egret это такая цапля, которая живет совместно со скотом, с рогатым скотом, с коровами. Она их всегда сопровождает. Это такая небольшая цапля, которая любит очень насекомых. И вот на рогатом скоте они часто вот сидят, мошки на глазах, там на ушах. И вот эти цапли постоянно их кушают. Ареал обитания этих цапель это тропики, субтропики. И, видимо, в Тайване они тоже есть. Цвет этих цапель разве что можно сравнить их клюв вот с цветом виски, да, а сами-то они белые. Ну, не знаю, может быть, есть породы, которые чисто вот такого цвета. В общем, тайваньцы тут что-то соригинальничали, но ничего, забавно так. И слоган Кавалан Pure Тайвань. Такая туба. По бутылке мега информативно. Номер бутылки, количество бутылок в бочке 181. Номер бочки полностью прописан. Первая буква это B. Год заливки 2014. 17 декабря 2014 года. На обратной стороне на контр-этикетке стоит дата розлива в бутылку 11 сентября 2019 года. То есть почти 5 лет, не хватило там пары месяцев. На контр-этикетке также про импортера, это Вельт 21. Ладно, приступаем к дегустации. Разливаем. Я решил применить новую технику дегустации с использованием нашего бокала Вискариум. Для оценки ароматики я решил его вот так вот споласкивать. А для оценки вкуса ароматики я использую традиционный Гленкерн. Я ополоснул бокал и свободно могу уже дегустировать по ароматике. Ну, конечно же, это натуральный цвет, non-chill filtered. Запах у нас резкий, спиртуозный, такой бражный, фруктовый. Действительно тропические фрукты. Без перловой каши тоже не обошлось. Леденцы, ириски, фруктовый компот. Есть некоторый офф-ноут такой грубой бочки, такой вот офф-ноут часто мы слышим в релизах наших отечественных винокуров. Подышав, раскрываются табачно-пыльные ноты. Вкус. Кисловато-сладкий, терпкий, вяжущий. На кончике языка вот так вяжет. Вымоченные в воде фрукты для компота. Айва, курага, сушеные яблоки, абрикосы, инжир, пучок специй, ваниль, перец, корица.
Давайте с водой попробуем. Это вот у нас 1 чайная ложечка примерно. Раскрывается больше дуб и раскрывается больше вкус тропических фруктов. Послевкусие. Сладкие тропические фрукты, начиненные специями. И такое согревающее, приятное послевкусие легкой тонинности бочки. Часто в финише наблюдается именно древесное послевкусие. Здесь древесное послевкусие идет на 2-м плане. Финиш очень приятный. Вот дерево никак не пристает. Оценка этому релизу 85 баллов. Гастрономические сочетания для этого релиза, согласно сайту, кстати говоря, это морепродукты, рыба, сушеные ягоды, блюда с петрушкой и базиликом. Конечно же, но как же мы не можем не сравнить виски из такой далекой страны, как Тайвань, со скотчем? И как вы думаете, какой же я релиз взял для того, чтобы сравнить бурбоновый тайваньский релиз? Ну, конечно же, это Аран. Аран, бурбоновая экспрессия, 12 лет. Ну, почти как год за 3, может быть, здесь 15, так, по расчетам, да? Но здесь 12. Все точно так же. Бурбоновая выдержка, бочковая крепость, натуральный цвет, non-chill filtered, крепость 52,4. Наливаем. Здесь запах более простой, но он более классический. Здесь просто нет тропических фруктов. Здесь такой вот бражный и цветочно-фруктовый. Гораздо менее колючий, гораздо более цветочно-фруктовый. Такой классический бурбон. Здесь нет никаких офф-ноутов бочки. Все очень вкусно. Все, что было про Аран, вы можете посмотреть здесь. Про этот релиз ничего рассказывать не буду. Но однозначно скажу, что он мне нравится больше. И от своей оценки 87, которую я поставил тогда, я не отрекаюсь. Кстати, при этом вот этому релизу ставят 86, даже 87 баллов на Whisky Base, а этому релизу 83. Вот так вот. И доверяй потом оценкам. Ну и, конечно же, захотелось мне еще попробовать Кавалан какой-нибудь затейливой бочки. Это у нас Кавалан 8 лет. German Selection by Schlumberger. French Wine Cask. Некое французское вино. Он уже прям такой чайный такой цвет. Вот и посмотрим. Ну такой хересный запах. Но от бурбона ничего здесь не осталось. Точнее, от характера спиртов, вот этой бражности уже нет никакой. Характер спиртов полностью изменен за 8 лет. Почти в 2 раза больше, чем бурбоновая выдержка. Терпкий, насыщенный. Курага, инжир, чернослив. Очень вкусно. Послевкусие тоже такое терпкое. Оценка на Whisky Base за 90 баллов, 90 с копейками. Можно даже и так сказать. Но здесь история не сигнатурная. Тут вы не почувствуете профиль винокурни. Здесь просто классный, отличный виски. Причем абсолютно не уступающий скотчу. После дегустации винного релиза вот этого однозначно можно сказать, что оценивать любую винокурню нужно исключительно в бочках из-под бурбона. Виски-эксперт Алексей Неаронов сказал о Кавалан Ex-Bourbon, что для хорошего виски только активной работы бочек недостаточно. Нужен еще кислород и время. Я с ним, пожалуй, соглашусь. Более того, это утверждение нужно учитывать, когда вы сталкиваетесь со всеми релизами Кавалан, не только с бурбоном. Ведь некоторые танины растворяются очень медленно или им требуется насыщение кислородом, длительное насыщение кислородом, после чего они переходят в дистиллят. И тут, естественно, напрашивается интересный эксперимент. Залить в 3 одинаковых бочки из-под бурбона дистиллят, отправить один в Шотландию, например, один в Японию, один оставить на Кавалане. На Кавалане там через 4 года его бутылировать, конечно же, а на Шотландии додержать до 12 лет и в Японии. И сравнить затем 3 этих виски. Вот интересно, доктор Свон делал что-нибудь такое? Наверняка ведь делал, где-то есть результаты, но нам о них ничего не говорят. Итак,
Заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей и ценителей крепкого алкоголя. Ссылка в описании. Не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока. Бордо-мордо, бордо-бордо.